мне иногда пишут: купи новую машину, сожги ее. Чего я должен сжигать ее? Она едет не хуже, чем другие. Тут иногда Audi там всякие крутелки едут, так дымят, как паровозы. Я что, зря с ней игрался столько? Сегодня еще надо одну прокладку поменять. Блин, там масло подтекает в свечи. Ну, говорю, что все резинки. Надо их менять. Ой, яма. Блин. Платишь за дороги. Я в год плачу 220 евро за Болло называется. В общем, платишь, задолбали. Хочу ассекурационный тоже поменять, бо 600 евро я уже отстегиваю каждый год. Автовейлокс. Надо осторожненько. Здесь у нас 90, потом сразу 70. И идем сразу 70. Кстати, у меня сегодня заработал. Как его? Спидометр. Он у меня включается раз в полгода. Представляете? Наверное, где такого-то контакта нету. Думаю, может, раньше он у меня зимой не работал, а летом включался. Может, кто знает, может, что-то... наверное, что-то разбирать надо, чистить. Я не хочу лезть, как бы едет-то и едет. Я еду все время с навигатором, у меня там скорость показывает, я могу контролировать. Так ассекурационный мне страховку, если сделать онлайн, может получиться где-то 400 евро. То есть, с одной стороны, мне удобно, думаю, чуть что подошел в моем городке, там с человеком поговорил, какие-то проблемы решил. А онлайн с кем говорить, вроде бы. Но ничего не случается, и могу сэкономить, не знаю. В общем, столько всяких нюансов по жизни здесь. Сейчас паспорт заканчивается. Весной закончится. Надо решать. В общем, с правами там еще нюансы тоже есть. И работа, знаете, получается, что она не основная жизнь твоя, а так, между проблемами. Одну закончишь, другая появляется. Иногда и не свои решаю. У жены заканчивалось то. И сейчас тоже закончилось пермессо. Не закончилось. Фотографию надо поменять. Я ей уже 5 лет говорю, что пора, иди. Да. И уже 15 лет она не меняла фотографию. В общем, такое. Ладно, еду дальше. Боюсь, вам надоесть своим. Я займусь коптилкой. Я уже коптил там возле забора, показывал, что-то приспособил. Потом думаю, что я буду мучиться. Надо что-то цивилизованное, и стоит оно не так уж и много. Сколько? 80 евро где-то. Чем она классная, и коптилка, и типа барбекю можно делать. Что у нас тут? Все. Вроде все. И видите, у меня вся жизнь такая. Я и работаю, и барбекю по пути делаю. И в этом кайф такой работы, когда работаешь сам на себя. И в воскресенье я там видос какой-то сниму. Блин, летать же будет сейчас по всей территории. А я люблю в воскресенье где-то работать. Не тратишь полно времени, нервов на эту дорогу. Короче, видос я ничего тут умничать не буду. Просто кому все надоело, можете включить и со мной поучаствовать. Просто так. Инструкцию мы читаем, обычно нет. Так, это кастрюля. Летать все будет сейчас. Я, чтобы штатив прикрепить, я туда такую цепь при это самое
тяжелую прикрепил, иначе улетит все. Забыл этот пуфик от микрофона, поролон сам скотчем налепил. Вы еще такого не видели. Я еще тот блогер. Так. Ща. Она такая китайская, дешевая. А мне что надо здесь? У меня же не профессиональная тут коптилка. Мне с чего-то бы начать. А то, знаете, какое дерьмо стали продавать это все, колбасы эти. Чем все больше дорожает, тем они, по-моему, больше экономят. А я купил себе насадки, купил кишки. Эту соль должна завтра прийти. Послезавтра это специальная нитриевая, или как ее там называют. Что еще купил? Ну, есть мясорубка с насадкой такая, совдеповская, а есть какую-то купил там простенькую. В общем, посмотрим. Но это не сегодня. Сегодня я просто бифстеки купил. Везде все надо заслужить. Везде надо терпение. Опять, чтобы дом отремонтировать, чтобы это собрать. Да, без терпения, без интереса. В первую очередь ко всему, я говорю, всегда должен быть интерес. Какая-то цель. Например, у меня же цель не коптилку собрать, а у меня более дальняя цель делать колбасу. Там, в морозилку нажарил, то есть накрутил, кинул, поехал, либо здесь закоптил, либо на сковородке нажарил. То есть не зависеть от этих магазинных. Это самое. Смотрите, что получается. Мясо стоит килограмм, ну, можно найти 5, 6, 7 евро. Копченое уже мясо уже стоит 12, 15, еще больше за килограмм. И оно такого качества, вы же понимаете, все там что-то хотят сэкономить. За колбасу я вообще молчу. Я работал в колбасном цеху в Украине. Я не знаю, как здесь делают колбасу. Ну, кто-то говорит, там туалетную бумагу добавляют. Не добавляют туалетную бумагу, но вот эту вареную колбасу, я уже тоже рецепты смотрел в интернете, ее делают с мяса. То есть делают фарш, потом добавляют молоко, а потом таким мелким миксером делают до такой пасты. Паштета типа. И получается вареная. Но там они не дают мясо вообще в вареную колбасу. Вот в Украине, если вы живете, привозят с Польши или сами могут сделать такие установки, делают, которые перемалывают кости в пыль, в муку. И вот с этой пыли, с этой костной муки они делают вот эту вареную колбасу. Плюс там добавляется мука, всякие специи, ароматизаторы, и она в конце получается вкусная, какие-то ешки, но мяса там нету. Там мясо, если есть 5% в нашей вареной колбасе, это хорошо. А в обыкновенной колбасе, вы же понимаете, здесь такой соблазн накидать туда каких-то жил, какой-то всякой херни, Это жалко выкидывать. Ну, почему бы в колбасу? И иногда ешь, чувствуешь это. А здесь ты купился, мясо перемолол. Ну и хотя бы знаешь, что ты не дурак. Что ешь что-то нормальное. Поймите, пока я это делаю, я отдыхаю мыслями от всего, от жизни, от какого-то говна. Птички, природа, коты, вы. Жизнь замечательна. Так вот, такая моя психология. Все просто. Просто надо это понимать, как это делать. Как это работает. Вы все понимаете. Просто многие ни хрена не хотят, либо некогда. А чуть отбить, мне нравится слегка их, и нечем отбивать, разве что можно каким-нибудь этим
кирпичом, булыжником. Такая фигня. Они прикольные тем, что они самые дешевые. Но вполне это самое. Есть можно. Это не что-то супер-пупер. Мне кажется, так они чуть мягче получаются. Так. Дрова. Горит. Горит. Просто замечательно. Кстати, Света говорила, хозяйка этого дома, что она тоже в молодости занималась каким-то копчением. Что у нас? Розмарин. Розмарин, он классно к мясу. У меня есть дома целая там пачка для мяса всякой фигни. Ну, здесь нету. Перца. Соли я дам в конце сверху, крупной. О. Горит. А здесь что у нас? Здесь мы можем смотреть на мясо. Еще бы свет туда приспособить. Сейчас посмотрим, какая температура. И что мне температура? Так вот оно. Ну, только надо закрывать, а то все тепло уходит. Руку можно держать. Интересно, чтобы холодным копчением можно же снизу какую-то трубу сюда подвести, пустить ее в землю. Сделать где-то здесь печку. Видите, какой у меня штатив? Я от ветра его при это самое, чтобы он не перевернулся. Так, он уже. Я говорю, уже обед. Что, мяском запахло? Вот это вот котенок, он маленький был. Вырос только один. Пахнет, да? Вкусно? Мясо любишь? Конечно, я тебе дам. Поделюсь я с тобой, поделюсь. Хоть ты и дикий, или дикая. Кто ты? Мальчик, девочка, наверное. Что ты меня шугаешься? Тебя кормишь, ты все шугаешься и шугаешься. Да. Что ты шугаешься? Пшт. Что у нас там? А там у нас, бля... Ой, блин. Беда. Живу как, блин, непонятно в какой зоне. Тут еще хватает этого интернета, а там уже пропадет. Ой, дров тут еще, естественно, ими топить нельзя, разве что камин. Ой, здесь тишина. Здесь тоже интернет еще. Вон мой балкончик, помните? Стоит. Этот диван я, кстати, с мусорки притащил.
Говорили выкидывать, он мне так понравился. И я его оставил. Вдвоем, скажу вам, ну, он как с Юрой работал, классно, быстро, чух-чух что-то сделал. А одному хочешь работаешь, хочешь не работаешь. Я весной и летом я так не работаю, я херачу. Просто когда есть какой-то объем работы, ты видишь начало, конец, и оно идет. А здесь конца не видно, вот где проблема. Так, ну что там? Сегодня буду жрать или не буду? Запах, конечно, я не могу вам передать. Ну, классный. Надо, наверное, чуть-чуть газку поддать. Опилки помогают. Ну, что, пока те дровники раскочегарятся. Блин. Где крючок? Кстати, первый год у меня не было машины. И мы с женой ездили на этой телеге в Рим за продуктами. Здесь такая сумка была. И я не знаю почему, она у меня как память. И вот на ней мы таскали с Витторио Мануэле, там с базара. Такие баулы, все в руках. Без машины, конечно, тяжело. Машина денег стоит. Страховки, всякие за дороги, ремонты. Пластмасс. Так, попадало у меня в свечи масло. Может, кому пригодится. Вот такая вот у меня прокладка здесь стоит. И она просто задубела и порвалась. Ну, порвалась уже когда снимал, но толку с нее нету. Новая резиночка. Не знаю. Кто-то говорит, силикон надо. Нет у меня силикона, я считаю, нефиг мудрить. Резинка-то и все. Резинка мешает, что ли. Еще одни дело сделал. Сейчас покажу, что это было.
за прокладка старая? Пластмассовая. Может, она и была пластмассовая. Рыщи. Так, ну хотелось бы уже съесть кусок мяса. По-моему, это, блин, можно есть ее, не? Ну да, это готовая. Что вам сказать? Такая жизнь у деревни. Кстати, все очень переживали за этот. Рецепты капусты мне давали. Все у меня получилось. Уже стоит недельки 2. Капуста получилась без соплей, без ничего. Это у меня кимчи перченое. Тоже у меня был процесс изготовления, но почти никто не смотрел. Ну, хуже вам. Эх. Конечно, весь кайф приготовить так, это с дымком. Причем, когда оно так медленно, с хорошим дымком. И сейчас могу пойти поваляться, телевизор посмотреть. А потом под вечер могу часиков в 6 пойти что-то поделать. А могу и не делать. Вот так вот. Хотя... Они мясо чуют. Они хотят мяса. Но, извиняйте. Я им даю то, что остается, там бывает у меня. Они, кстати, едят, даже если что-то подпортилось. Они едят, им пофиг. Я не знаю, что у них за желудки такие. Ничего им не происходит. Короче, эти бифстеки очень удобные. У меня еще гриль такой дома есть, что закрывается такой, открывается. Там вообще минут 5 и он готов. То есть для холостяков, когда ты там быстро поесть надо, очень удобно. И стоит на одной из самых дешевых. Я говорю, сколько там было написано? 6,50 что ли килограмм. Должен поехать в Римени. Тоже, может, сниму поездку на пару дней. Посмотреть один дом. Ну что, там пожара не случится. Поставлю я это куда-то туда вовнутрь, потом, наверное. Ну, пока поставлю сюда. Окей. А Света я не понимаю ее. Она говорит, я хочу это выкинуть, то выкинуть. Я говорю, ну летняя кухня всегда она удобная. Вот даже тоже мясо пожарить, оно все брызгает, пачкает, бывает. Здесь засрать не обидно. И дым может идти. Окна пооткрывал, двери пооткрывал, и у тебя внутри нету этого вони этой. Но она не по этим делам. Она как будто... Она сама с Москвы. И она не жила, видимо, в таких условиях. А я видел, что это довольно удобно и практично. Мне нравится. Я ни разу ничего на той плите не приготовил на нее. Я всегда только здесь. Да и сидишь тут. Я вижу, смотрю себе, знаете, на это самое, на пейзаж. Оно прикольно. Сижу там, а смотрю сюда. И чё? Нормальный видос. Здесь, кстати, раньше все текло. Я крышу отремонтировал. Хоть сейчас ливень. Тоже тут прикольно. Я часто снимал пару раз отсюда. Сидишь, а тут все льется, капает. Классно. Вечером. Вечерок.
ночью здесь. Особенная атмосфера. Даже сам дождь, когда ты в таком помещении, он как-то тебя убаюкивает. Классно. Ну, опять же, это объяснить невозможно, это надо почувствовать. Причем один день сюда приедешь, ничего не почувствуешь. А вот когда посидишь дня 3, а потом возвращаешься в ту суету, как бы здесь надоедает, туда идешь, там надоедает, сюда приходишь. Именно хорошо, когда есть такие вот 2 места, где можешь куда-то убежать. Не знаю от кого, от чего, но так просто никуда, в тишину. Покажи, что еще куришь. Все, ничего не курю. Что за намеки? Не, я не люблю ничего. Так, пару раз. Что-то бессонница была, что-то курил, а так. Голова тупеет, понимаете? Я очень долгое время успокаивал себя там и алкоголь, но оно не успокаивает. Я просто понял, что оно наоборот возбуждает нервную систему. И организм постоянно ждет в чем-то успокоения. Надо выпить стаканчик вина, чтобы успокоиться. Когда вы не пьете вообще долгое время, он ничего не просит, вы его не приучили. Он, видимо, сам какой-то там алкоголь вырабатывает. Вы становитесь спокойнее. У вас не возникает мысль выпить, не выпить. Вы просто не пьете. Хотя, да, я иногда и здесь мог себе взять там бутылку пива на вечер. Но вот мне нравится, когда трезвый, и все. Как-то мне так сломалось вот после 50. Смотрю твой канал с удовольствием, не о времени, а о жизни. Спасибо. Ну да, я так и пытаюсь его сделать. Мне-то особо показать нечего. Я не делаю что-то, чтобы снять контент специально. Там люди ездят в путешествия, снимают там, или специально куда-то идут. Я ходил. Нет, я куда не хожу, я делаю либо по пути. Специально я никуда не делаю, не еду и ничего не делаю. У меня нету времени на это. Я думал вначале так делать канал, а просто показываю жизнь. Ну, иногда свои размышления. Я же тоже что-то думаю, что-то переживаю. У меня случаются какие-то ситуации тупиковые. И да, именно только из-за отношений. Я часто говорю за какие-то отношения. Потому что вся наша жизнь это отношения с кем угодно. Рядом же с вами сейчас тоже, возможно, кто-то находится. И либо вы их выстроили нормально, либо у вас напряженка. А если напряженка и уйти некуда, вот потому такие места, как таблетка, как лекарство, без бухала, очень даже помогают. Ну и, конечно, просто должна быть какая-то внутренняя уверенность у каждого, чтобы не случилось. Каждый должен иметь какой-то внутренний запас прочности иметь, чтобы понимать, что, уволюсь я, и хрен с ним, найду другую работу. Пока буду искать, должны быть какие-то деньги, чтобы жить. Как-то так. Просто должно быть внутреннее спокойствие, и все. Независимо от чего происходит. А многие из нас, опять же, из-за этого телевизора, посиди, посмотрите новости. Ты же, естественно, не можешь посмотреть и забыть. Начинаешь это все переваривать, и каждый переваривает их по-своему, каждый эти новости воспринимает тоже по-своему. И это все накручивается внутри. И где-то потом выплескивается, то ли в семье, то ли на работе. Поэтому каждый должен находить именно какую-то нейтральную свою зону, то ли просто фильмы смотреть. То есть посмотрел новости, посмотрел там меня, другого, третьего, и в конце какой-то фильм перед сном. Вообще, очень многие блогеры, я вам скажу такой секрет, я стал сам понимать, как это все работает на зрителя. То есть если основная масса зрителей живет в таком нервозном состоянии, как сейчас,
То есть они уже, как наркоманы, хотят вот этой вот движухи, нервозности, какой-то этой, такого отчета почему-то. Такой журналистский стиль очень, рабочий стиль. А где отдохнуть-то? Есть тоже блогеры нормальные, спокойные, но они не так цепляют. Либо надо что-то умное болтать. Люди, да, в последнее время многие, часть людей любят просто слушать. И, кстати, этим стали пользоваться, делают каналы с этим ИИ. Текст написал, робот озвучил, он там картинки вставил, все, у него контент готов. Да, иногда мне тоже такое интересно послушать, но я не могу, меня воротит, когда я слышу, что это говорит робот, а не человек. И меня это бесит, и я иногда не дослушиваю, и просто выключаю. А вот когда живой человек что-то рассказывает, показывает, и я вам говорю, что, скорее всего, мы скоро придем, потому что это и недавно-то и появилось, и скоро мы придем к тому, что засрут весь YouTube этим, если он не начнет контролировать. Я думаю, что он не будет двигать такие ролики, мертвые, так сказать. Так легче, можно и книгу любую сесть, почитать, нахрена мне смотреть, тратить время на тебя, когда я могу почитать что-нибудь и без тебя. Очки. Блин, очки. Вот они. Самое простое решение проблемы – ее не создавать. Знаете, что самое простое решение и не создавать проблемы? Вы можете с этим бороться, вы можете не создавать, вам создадут проблемы. Понимаете, есть такой тип людей, которые будут видеть, что у вас все спокойно, что вы радостный даже. Их это будет бесить. У меня есть такие примеры, я раньше этого не замечал, не присматривался, но я настолько это все разобрал по полочкам, что это у людей прямо есть название то ли характера, то ли этой проблемы. Ну, так же, как нарцизы, так же, как и эмпаты, и там есть еще другие более сложные. Есть психопаты. Это люди, которые могут быть нормальные в обыкновенной жизни, и периодически у них будет взрываться. И они, как вампиры, должны на ком-то скарикариться по-итальянски, как это будет по-русски. Разрядиться. И просто на ровном месте, просто вот в такой обстановке на вас могут наехать, предъявить претензии. Вы начинаете оправдываться, и здесь, если не знаете, как поступить, то все, вам вынесут мозг просто вот в таком на ровном месте. Такая уникальная способность людей. Я не задумывался, я думал, ну, блин, просто у него сегодня такое настроение. Нет, это у людей с детства такое. И когда ты это все понимаешь, ты учишься, как с этим справляться. Кстати, расскажу за это самое. Ну, я же смотрю тоже какие-то там покупку земель, домов. И смотрел одного блогера, тоже, может, вы видели. Купил он землю, оливковую рощу. Я не помню, что-то там за сколько, но там, по-моему, меньше 10 тысяч. И показывает, как он там собирал эти оливки, надавил себе масло, тоже разлил там в эти бутылки. Да, красиво, думаешь, классно свое масло иметь. Ну, а я посчитал, 50 деревьев где-то вы имеете, 50-60 деревьев на участке. Ну, урожай когда вы? Раз в год соберете, правильно? Так вот, с этих 50-60 деревьев, если вы выжмете масло и по деньгам, по стоимости домашнего масла, вам выйдет 1300 евро. Это вот это целый год вы должны ж там чего-то, трава растет, какие-то деревья, что-то за ними ухаживать, хоть как-то они неприхотливые, но тем не менее.
Потом собрать их не так просто. Это же как-то там расстилается сетка, там какая-то тряпка. Все это как-то трусится, потом это собирается, потом это везется на какую-то фабрику, на пресс, где это все выдавливается, либо там сам сиди и играйся. Потом это еще разлей по бутылкам, чтобы заработать 1300 евро. Это у меня иногда за неделю получается заработать такие деньги. Вот это вот морочиться. А это же роща, это же агрикультура, там же нету дома. Это отдельная часть земли, куда ты должен приехать и все это собрать. А вдруг ты приедешь, а там уже кто-то собрал. В общем, эти земли продают, они нафиг никому не нужны. Кто в современное время будет заниматься этим? Что такое делаете, оливковые рощи? А это стоит, я не знаю, здесь 750 грамм, по-моему, около 8 евро. Ну, я тоже думаю, что это не, что оно с чем-то смешанное. Что настоящее мы покупаем домашнее у местных. Оно такое более зеленое, более у него запах, вкус. А это все-таки с чем-то смешивают тоже. Ну, потому что все-таки домашнее чистое масло, оно будет стоить там, по-моему, 10-15 евро литр. Как это ты приехала, кто-то собрал уже? Ну, украли. Ну, а что, не воруют? У меня на даче так в Украине когда-то было, я еще малый был. Вырастили картошку, собрали ее, закрыли в доме, потому что не было машины вывезти. А домик такой, на отшибе там города. А приехали на машине там забирать, а картошки уже нету. Они им, сука, им даже лень было выкапывать. Они подождали, пока мы соберем. И уже готовенько все вывезли. Да, вот так. Но здесь, как ни странно, здесь никто не пришел, ничего не украл. Я боялся, думал, что кто-то там... Нет, нету такого. Ну, опять же, в каждой зоне, наверное, по-своему. С курями здесь проблема, и не только здесь. То ли куницы, то ли кто, какие-то зверьки их убивают. Они не делают такие курятники прям в доме. Вот здесь у этого стоит на улице сеткой огороженной, то есть там куча дырок. Ну да, курица не убежит, но любая тварь туда залезет, их перегрызет, че украдет. Это как 40 лет назад я с отцом, будучи на охоте, добыл первого зайца. Как мы его в молоке вымачивали, прелесть, как вкусно было. Вот зайца никогда не ел. И еще у меня был сильный апсирон один, тоже в детстве. Я был в 7 классе, я был в спортивном лагере, я занимался легкой атлетикой. И с одним дедом в Карпатах. Он говорит, идем со мной в горы, пойдешь? Я говорю, ну идем. А говорю, долго херачить? Он говорит, километров 6. Я говорю, ну идем, что тут делать нечего. А он говорит, там малины найдем, там черника, блин. Я говорю, идем. И пошли мы. И вот тоже я запомнил его слова, что я ж шустрый куда-то бегу, блин. Он старенький уже был. Он говорит, никогда по горам не бегай. Медленнее идешь, дальше дойдешь. То есть тише едешь, дальше будешь. Это тоже я запомнил его наставление. Так идем, каких-то людей встречаем, а они нам, смотрите осторожно, здесь медведи, вот, особенно там, где малина. То ли они нас пугали, чтобы мы малину ихнюю не жрали, то ли что. Короче, дотелепали мы куда-то там до самого верху. И уже нас напугали человек 5, пока мы шли с теми медведями. Я медведей никогда не видел. Во-первых, 7 класс, что я там, пацан. И подходим мы к малиннику. А нас, сука, предупредили, что эти медведи именно в этих малинниках. И дед там где-то рядом идет, и я слышу прямо в этих малиннике такой хруст. Ну, кто-то там большой шевелится, идет.
И я чувствую, я тоже это тоже, вот как вчера, как будто вчера это было. У меня так сердце туду, 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 туду. Вы же свое сердце не чувствуете, а я чувствовал, как оно херачило вот так вот. Я еще деда подозвал потом уже, когда это все закончилось. Я говорю, потрогай сердце. Выходит из этих кустов, блин, просто корова. Какое-то было сначала страх, потом облегчение. Я говорю, дед, блин, я чуть не обосрался, говорю, блин, с этими медведями вашими, я уже не хочу малину, блин, я... Вот такая вот история была с Апсироном, с медведем. Ну, а тогда и уже было еще и продолжение. Раз мы так далеко шли, я насобирал этой черники, такая черная маленькая ягода. Их там немерено было. Целый пакет. И набрал другу, потому что он что-то болел, не смог пойти. Ну, 6 километров обратно, а она какая-то такая зараза, я не мог оторваться. И, короче, все, что я ему насобирал, я 2/3 такие спорол. И когда я пришел уже в лагерь, как меня стошнило, а там туалеты были эти деревянные снаружи, как я блевал, и такая блевотина, я извиняюсь, такая черная струя, черная, как фильмы ужасов можно снимать. То есть одна эта черника. Да, интересная у меня была житуха. Всем пока.